Добрый вечер всем, кто присоединился, всем, кто в Ютубе и вне Ютуба. Сегодня разбираем обращение, скажем так, моего хорошего знакомого Владимира. Обращение следующее. Осанка. Его беспокоит осанка, я правильно понимаю? Да, меня беспокоит осанка, меня беспокоит в принципе вся верхняя часть из-за моей работы, скажем так. Она в принципе вся сидячая, и каждый день возникают какие-то дискомфортные ощущения. Да. Ребята, то в Инстаграме скажите, хорошо слышно, когда мы разговариваем с кушетки, потому что на Ютубе у меня микрофон стоит петличный. Кто в Инстаграме смотрит, ребят, скажите, вот отсюда хороший звук только что был? Если нет, то я просто телефон поближе поставлю. Слышно? Не очень. Кому-то слышно, кому-то не очень. Давайте поближе поставлю, потому что, скорее всего, плохо слышно. Постараюсь на 2 камеры работать качественно. Если не получится, что-нибудь поменяем. Если плохо будет слышно, переходите в YouTube. Ссылка на страницу YouTube в шапке профиля. Либо ссылку Вероника скинет вам сюда. Осанка. Беспокоит верхняя часть. Владимир работает, можно назвать программистом, тестирует программное обеспечение, неважно в какой компании. А то вы будете искать связи. И, как видите, сидит он очень тоже печально. Поэтому наша задача выяснить, что у него не работает и, собственно, по какой причине это у него не работает. Давай часики снимешь. Я буду давать краткие алгоритмы, возможно, комментировать определенные вещи. Часы всегда снимаем с человека для того, чтобы его тестировать. Тестируем через мануально-мышечное тестирование, для начала будет визуальная диагностика. Так, вопрос возникает всегда у людей, а нужно ли снимать очки? Вообще, по-хорошему, желательно снять. Почему? Потому что очки давят на глобеллу, вот здесь на переносицу, и, соответственно, здесь фиксируется шов. Поэтому может быть реакция с этого шва. Поэтому рекомендую снимать очки. Далее. Вы сейчас все представляете, что к вам пришел человек, если вы работаете с людьми. Если вы массажист, остеопат, кинезиолог, начинающий или профессионал, можете посмотреть, как работают другие. То есть мы все лишние вещи убираем. Владимира я одел в пляжный прикид для того, чтобы вы видели. На самом деле мне это не очень нужно. Сразу спрашиваем, были какие-нибудь травматические воздействия или операбельные вмешательства? Так, была операция на правую почку. Остановились и себе записали. Доску я вам показывать не буду, как факт, нужно записать. А что за операция? Сразу надо уточнить. Гидронефроз. Ага. Почка. Там была... Добавочный сосуд был, который удалили. Ага, эндоскопическая операция, не резали. Да. Эндоскопическая. Почка, эндоскопия. Так, убирали добавочный сосуд. Это единственное, что было? Да, в принципе, это единственное. Так, сразу обратили внимание вот сюда. Татуировки не то чтобы зло. У того, у кого есть татуировка, по большому счету это спасение. Но надо всегда выяснить, от чего это спасение, поэтому корректировать татуировку сразу нежелательно. Нужно выяснить, почему. Сразу себе в голову помещаем, что все, что тело делает с собой, делается во благо для обладателя этого тела и для самого тела. Поэтому не спешим с татуировкой. Так, вот это что за шрам? Так, это шрам, ему, наверное, лет 20, это я упал на стекло от бутылки. Отлично, хорошо. Шрам от стекла на бутылке. Шрам от стекла. Глубокий был или так? Да, довольно глубокий. Сразу глубокий. Плакал, не плакал? Шучу. Нет, я побежал сразу домой. Больше никаких шрамов нет? Вроде бы нет. Переломов нету? Переломов нету. Драные зубы? Нет, тоже нет. Зубы все свои? Да.
пломбированные? Несколько пломбированных есть. Есть несколько пломбированных зубов. Кто не смотрел видео, у меня в YouTube недавно выходило видео по коррекции ромбовидных мышц после пломбирования. У своего сына я корректировал. Можете зайти посмотреть. Окей. То есть, в принципе, татуировки, шрама и зубов достаточно, чтобы человек криво сидел. Но сразу обращаем внимание на зрение. Почему? Потому что зрение падает, когда есть дисфункция шейного отдела. Давно зрение упало? С 8 лет где-то. То есть до 8 лет ты отлично видел? Да. Хорошо. Зрение упало с 8 лет. Отлично. Эти факторы нам помогут потом в дальнейшем к чему-то привязаться. Ну, от чего-то мы пойдем и посмотрим, куда это нас приведет. Теперь давайте саму осанку посмотрим. Так, я посмотрю, ютубовцы меня хорошо слышат. Так, все, ютубовцы меня слышат. Замечательно. Давай, наверное, подальше сюда отойдем. Так, смотрим плечики. Ну, почему сразу плечи? Просто быстрее и удобнее, чтобы потом не выскивать, и уже потом от плеч будем плясать. Левое плечо находится выше на порядок, то есть вот такая вот линия получается. Кто не знает, если вы не, скажем так, не тусите в ютубе и не знаете, как смотреть осанку, у меня есть отдельное видео «Визуальная диагностика». Там я показываю, как с осанкой тестировать визуально. Для себя я сразу стараюсь нарисовать рисунок человека, с которым я сейчас работаю. То есть левое плечо выше. Ну и вот я его себе буду сейчас рисовать. Нарисовал плечи, обозначил, где лево, где право. И сразу провел линию. Запомнили, да? Линия у него вот такая. Опускаюсь на лопатки. Угол лопатки справа, угол лопатки слева. Левая лопатка тоже выше. Вот такой вот угол получился. Сразу себе помечаю картинку. Пока не знаю наверняка, но могу предположить, что есть фиксация грудного отдела. Это либо легкое, либо сердце, либо тимус, либо перикард, либо аорта, либо лимфатический грудной проток. То есть, когда мы видим такой рисунок, то мы должны сразу предположить, что у нас в грудной клетке находится. Ну, конкретно в регионе лопатки и плеча, надплечья, это тимус. Может быть, рядом здесь недалеко щитовидная железа. Здесь же левый и правый грудной проток, левая правая легкая, сердечная сумка, плевра легкого и сердце. То есть, возможно, есть какая-то фиксация в этих тканях. Но это предположительно. Далее смотрим реберные дуги. Оп, не торопись. Вот по ощущениям, что левая позже выше. Нет, соврал. Правая выше. То есть вот здесь берем сразу одинаковые ребра, 11 ребро, это свободный край, ложное ребро называется. И сразу с другой стороны в этом же сегменте. И получается, что у нас обратный рисунок. Грудная клетка вот под таким углом расположена. Правые ребра выше. Так, это лево, это право. Себе на рисунке отмечаю. Получается, что у нас вот таким образом две параллельные линии идет, и одна линия по грудной клетке уходит вот так. Значит, вот здесь идет, сейчас, подожди, сориентируюсь. Левая выше, да, все правильно. Это право, да, вот так. Это сюда. Да, вот такой угол получится. Параллельно и здесь, и один угол здесь. То есть компенсация за счет расширения вот этого угла
Сейчас посмотрим, он падает в эту сторону. Да, и падение, получается, идет в эту сторону. То есть угол раскрытия с падением. Вот с этой стороны. Ну, здесь не нужно помечать. Дальше посмотрим тазовый регион по подвздошным крыльям. Можно вот так вот сделать? А вот тазовый регион, подвздошные крылья стоят абсолютно ровно. То есть компенсация какая-то произошла в тазовом регионе. Это очень интересно. Почему? Потому что когда у нас есть угол раскрытия вот такой, то есть когда открывается и нижний вектор, и верхний вектор, то обычно в этом месте происходит падение тела. А если верхний угол открытый, а нижний прямой, то есть это называется какой-то угол. Это равнобедренный треугольник получается, тупой угол. Ну, это острый угол получится у нас, да? То это место компенсации без падения. То есть гипермобильный регион, но он является компенсацией компенсации, если можно так выразиться. Страшно. Смотрим нижнюю, заднюю, верхнюю подвздошную ось, заднюю. Ну и как ни странно, они тоже находятся на одном уровне. Можно майку снять? Нет. И здесь ости находятся на одном уровне. Но есть другая особенность таза, мы сейчас ее посмотрим. То есть мы можем предположить, что таз каким-то образом скомпенсировал какое-то нарушение, и ниже тазового региона будет все типа хорошо. Ну, посмотрим лонный симфиз. То есть наша задача посмотреть здесь, здесь и здесь таз. Нашли лонный симфиз, как бы сверху на него положили пальцы и смотрим, какой палец выше. А вот, ну-ка еще разок. Не бойся, не больно? Нет, все, здесь ровненько. Сам таз располагается ровно, но очень интересно он располагается. Наша задача еще посмотреть во фронтальной плоскости, как располагаются подвздошные ости. И вот здесь видно, что нижняя подвздошная ось находится ниже. То же самое с этой стороны. Таз находится весь в экстензии таз. То есть он развернулся вот таким образом. Но все остальные линии ровные. Значит, здесь мы себе должны пометить, что таз полностью в экстензии. Так, спереди. Ну и мы должны посмотреть, очень интересная всегда особенность, как стоит Владимир. Надеюсь, всем видно, да, ребят? Вот здесь от пяток он не падает, а вот грудной отдел весь ушел назад. Он стоит вот таким вот образом. Даже не смогу это смоделировать, вот как-то так, да? Это так сильно заметно? Это вообще очень заметно. Прям, ребят, напишите в комментах, насколько это заметно, я Владимиру дам почитать. То есть мы видим, что вот это место зафиксировано стабильно, а падает грудной отдел. И, что немаловажно, шея уходит вперед для более эффективной компенсации. То есть у него получается центр тяжести, который компенсирует падение грудного региона, задействует шею и задействует каким-то образом таз, поясницу. Точнее, не таз, а поясницу, потому что таз фиксирован. Это то, что мы сейчас увидели, а теперь задача предположить, что будет первично или вторично. Ну, я всегда говорю, ребят, если вы нашли параллельные линии в каком-то положении, то это регион, как правило, приоритетный для лечения, фиксированный регион. Потому что тело построено по спиральной модели. Спиральная модель, она динамичная модель, и она, как правило, сама себя везде уравновешивает. Но когда появляется регион с проблемой, он фиксируется для того, чтобы не было
повреждения, чтобы не было травмы в этом регионе, он специально фиксируется. Все остальные регионы начинают его компенсировать гипермобильностью. Ну, то есть, с одной стороны открывается, с другой стороны закрывается, и вот они пытаются вот эту модель, которая привела к нестабильности, каким-то образом изменить за счет своих собственных каких-то ресурсов. Ну, в данном случае механических. Ну, и мы видим, что у него заворачиваются плечи вперед. Для чего? Вы когда падаете назад, вы обычно руки поднимаете. Вот эта модель компенсации падения назад. Нужно руки вперед поставить, тогда будет легче стоять. Разобрались. Падение грудного региона. Теперь можем потестировать это с помощью мануально-мышечного тестирования. Но вот, кстати, скорее всего, в положении лежа это будет крайне незаметно. То есть тестирование самой осанки, ее динамических каких-то стереотипов в положении лежа не будет проявляться. Ну, потому что нет гравитационной нагрузки, то есть отягощения гравитации нет. И не нужно не включать какие механизмы. Так. Нет, ребят, таз не падает вперед. Вы визуально смотрите, таз падает вперед, а у него подвздошные ости развернуты. То есть у него крылья таза падают назад, а не в экстензии. Вперед у него падает крестец. Это разные вещи. Не таз у него падает вперед. Крылья падают назад, а не в экстензии у него. Потому что это выше, а задние ниже. Не путайте. Это не про то, что я выгнулся назад, и таз у меня падает вперед. Это при связочной дисфункции таза, то таз падает вперед, да, может. А у него не связочная дисфункция. Проходил курс, пока присядь, Владимир. В каком курсе я это рассказывал? Примитивный рефлекс, второй модуль. Существует не 3 и даже не 4 комбинации функциональных блоков, если вы сейчас про функциональные блоки. Существует целый ряд функциональных блоков, начиная от мышечного блока и заканчивая дуральным блоком, блоком сосуда и блоком нерва. Понимаете? И поэтому комбинаций таза на самом деле будет больше, чем 3. Вот к кинезиологии мы привыкли, там первая категория таза, вторая категория таза и третья категория таза. Там рассказывается, таз наклонен вперед, одно крыло, там латерофлексия, все такое. Да, все это правильно, но это соответствует всего 3 уровням блокировки. Это мышечная блокировка, связочная блокировка и дуральная блокировка. А блокировку фасциальную никто не рассматривает. Блок сосуда не рассматривает, блок нерва никто не рассматривает. И блок органа никто не рассматривает. Поэтому здесь может быть и такая комбинация. Когда крылья падают назад в экстензию, а крестец падает вперед. Так, ну посмотрим. Вставай. То есть для того, чтобы мне создать изменение мышечного тонуса, мне нужно преонную нагрузку. Ну, раздражение, толчок в какую-то сторону. Так можно тестировать цепи, мышцы и так далее. Так, моя задача какая? Так, Владимир, кстати, про мануально-мышечное тестирование не очень хорошо и знает, поэтому здесь задача клиента научить. Твоя задача давить, когда я говорю давить, и когда я говорю не давить, не давить. Окей. Хорошо. Всем телом падать не надо, будешь только рукой. Хорошо? Вот этим местом вверх, локоть прямой. Я хочу теперь для новичков, кто занимается мануально-мышечным тестированием, только начинает заниматься. Если вы хотите протестировать мышцу, в одном из моих пробных уроков по нейроэнергопсихологии на YouTube плейлист есть, да, такое. Вы должны зафиксировать тело человека, тогда вы будете тестировать сократительную способность мышцы. Если вы человека не зафиксируете, вы будете тестировать его кинематические цепи, его способность к удержанию нагрузки в общем его телом, а не одной мышцы. Зафиксировали. Чуть-чуть надави. Дави вверх, дави, 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 дави. Все. Протестировал мышцу, сократительная способность хорошая. Так, расслабь. Дави вверх, дави вверх, дави вверх, дави вверх. Все, протестировал на расслабление, мышца не расслабляется. Это гипертоничная мышца. Ну, оно и нормально, потому что он падает назад, эти мышцы пытаются его здесь удержать. Дави вверх. Дави вверх.
Все, дельтовидные мышцы не работают, то есть они нормотоничные, они гипертоничные. Они в данном стереотипе пытаются его просто удержать кпереди. Мы можем взять группу разгибателей, посмотреть, что с ними. Не надо. Так, давай, чтобы я к ним спиной не стоял. Вот так. Теперь лопатки свел, рука назад. Все, дави назад. Зато очень слабые ромбовидные мышцы. Те, кто изучает мышечное тестирование, помните, да, ромбовидную мышцу обычно с такого рычага тестируют, но можно из этого рычага сделать, потому что лопатка идет наверх и тоже работает ромбовидная мышца. То есть можно работать с длинного рычага. Лопатки вместе. Угу. Все, да. Оп. А вот здесь, в принципе, неплохо. Можно посмотреть, что за ромбовидная мышца у нас здесь есть. Все, дави назад. Вот. В принципе, можно для работы взять эту ромбовидную мышцу и посмотреть, какие отделы у него падают. Можно еще проще, можно, ну, давай посмотрим, вот эти мышцы должны быть нейтральные. Дави вверх. Нет, стоп. Просто рукой. Вот. Все, дави вверх. Ага. Дави вверх. Ой, мне повезло вообще. Средний пучок дельтовидной мышцы, мышца нейтральная, не участвует в гравитационном поддержании его прямо, она будет мне отвечать. Ну и я просто нагружаю тело с помощью толчков. Добавляю падение, дави вверх, дави вверх. Вижу проявление мышцы. То есть, как только у него появляется избыточная гравитация, действует на тело, то мы видим это временной дезорганизацией нервной системы. Некоторые вещи я не буду проговаривать, потому что не все вам надо знать. Дай вверх. Дай вверх. Дай, хорошо. На данный момент выяснили, что грудной отдел является одним из приоритетных звеньев, которые требуют коррекции. Себе записываем грудной отдел, первичное поражение. Мы же уже с вами выяснили, да, помните, мы увидели, что он так стоит, вот так падает. Да? Надо выяснить, грудной отдел первичный в поражении или не первичный. Вот сейчас выяснили, есть первичность поражения. Методы первичности объясняю. Далее смотрим, мы же нашли поражение шеи, мы нашли, что она стоит вот так. Значит, мы должны нагрузить шею тоже. Дай вверх. Легкий толчок в шею дает гипотонус этой же мышцы, говорит о том, что дисфункция в шее, да, есть. Расслабься. Дай вверх. Дисфункция значимая. Оп, стоп, сейчас. Да. И дисфункция вторичная. То есть она является компенсаторной дисфункцией. Мы, кстати, можем даже узнать, для кого она будет компенсация. Но это слишком долго времени. Себе пишу ШОП, шейный отдел позвоночника, вторичный отдел. Вопрос-то, для чего мне это нужно, правильно? Но это мне нужно, чтобы я не лечил все подряд. Это мне нужно для того, чтобы я лечил того, кого надо лечить. Все остальные сами потихоньку подтянутся. Знаем, что у него еще падение поясницы есть, поэтому смотрим, нагружаем область, связанную с поясницей, просто толкаем в области поясницы. Стоп, не то взял. Стоп. Все. Просто толкай его чуть-чуть назад, дави. Есть падение. Дави вверх. Да, значимый. Дави. Да, тоже приоритетный. Уже нашел два региона приоритетных для лечения. Вот здесь очень интересно переосмыслить некий подход. Почему? Потому что по визуальной диагностике я выяснил, что грудной отдел достаточно в сильном нарушении, он зафиксирован от движения. А вот поясничный отдел, вопреки тому, что я нашел, дает какую-то информацию мне дополнительную о том, что здесь тоже есть поражение приоритетное. И выяснил я это через мануально-мышечное тестирование. То есть через визуальную диагностику это мне не очень понятно.
Я вижу, что здесь есть угол раскрытия для диафрагмы. Но вот, допустим, вот этот регион у него ровный. И есть какое-то нарушение, которое я не вижу снаружи. И вот эти два метода, они очень хорошо себя дополняют. Все, что я себе мог придумать, или там все, что я мог себе увидеть, я себе пытаюсь подтвердить. И вот сейчас мы нашли некий диссонанс в двух подходах. И, соответственно, будем в этом еще дополнительно разбираться. И знаем, что таз у него каким-то образом участвует. Дави вверх. В тазу есть нарушение. Дави вверх. В тазу есть нарушение. Крестец. Да. И крестец тоже есть нарушение. То есть, когда я им дополнительную отягощающую нагрузку даю на этот регион в положении стоя, здесь очень важно понять, что мы это проверяем в положении стоя. Лежа, скорее всего, ничего этого не покажет. Смотрю нагрузку на левое крыло. Дави вверх. Есть дисфункция. Дави вверх. Дисфункция вторичная. Дави вверх. На правом крыле дисфункция вторичная. Дави вверх. И крестец первичный в поражении. То есть из всего таза мы имеем дело только на самом деле с крестцовым сегментом. Крестец. Мы для себя увидели 3 пораженных региона. И сейчас задача понять, кого мне лечить. Ну, мы не смотрели череп, но сейчас не будем к черепу толкаться, иначе наш эфир затянется на 10 часов. Мне еще надо полечить Владимира сегодня. Соответственно, я увидел 3 падающих региона, даже больше увидел регионов падающих, но нашел 3 приоритетных. Один для меня приоритетный по визуальной диагностике, я его сразу нашел. И 2 дополнительным методом тестирования я нашел чуть позже. Теперь я должен увидеть, кто же из них мне даст понять, что я должен быть первой в очереди. Вот вы же когда в больницу идете, за очередь боретесь, и вот они тоже за очередь будут бороться сейчас у меня. Так, кто у меня? Дай. Угу. Дай. В данном случае сражение среди 2 участников выиграл поясничный отдел. То есть между грудным и поясничным отделом необходимо выбрать поясничный отдел. Все, ему талончик. Смотрим крестец и поясничный отдел. Дай вверх. Ага. Дай. Выигрывает крестцовый сегмент. Поэтому даже поясничный отдел сегодня в больницу не попадает. Попадает только крестцовый отдел. Это значит, что мне нужно выстроить свой терапевтический подход таким образом, что сегодня я должен выяснить, что с крестцовым сегментом, найти причину его дисфункции, блокировки или гипермобильности, или еще чего-то там, создать условия для выздоровления крестцового сегмента, а потом уже на очереди будет поясница, может быть на следующий сеанс, может сегодня, если успею, и дальше будет грудной отдел. Должно построиться так, потому что за один раз все вылечить, ну, как бы невозможно, наверное. Все, для себя выбрал фаворита. И с ним работаю. Теперь мне гравитационная нагрузка в принципе не нужна для диагностики первичности. Я могу человека положить на спину. Слушай, у меня в принципе нормально будет, не холодный же. Ложись, на живот ляг. Так, головой. Да, да. Ребят, в Ютубе, надеюсь, вам слышно, я на вас внимания чуть меньше уделяю, я стараюсь как бы в пустоту разговаривать. Там есть вопрос в Ютубе, обязательно ли ставить ноги вместе при положении стоя. У вас человек должен стоять так, как ему хочется. То есть вы его поставили, вы не создаете ему условия. Потому что если вы будете создавать для него какие-то условия, это тоже будет нагрузка. И вы просто запутаетесь в этих всех нагрузках. Понятно, да?
Одним из важных критериев нарушения крестца является сакротуберальная связка. Она для нас как ассоциативная связка к крестцовому сегменту. Почему? Потому что она идет через седалищный бугор на крестец и туда так дальше. И она идет на сухожилие бицепса бедра. Не всего бицепса, а длинной головки. Поэтому посмотрим, как себя чувствует бицепс. Вот этим местом будешь давить сюда. Весь не поднимайся, только одной ногой. Чуть-чуть надави на мою руку. Угу. Дави сильнее, дави, 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 дави. Все. Я вижу, что бицепс бедра с правой стороны плохо работает. Дави на меня, дави. То же самое с левой стороны. Вообще можно предположить, что это какая-то ассоциативная связь, дисфункция цепей. Давайте сразу, ребят, разберем. Если вы хотите работать от цепей, то можно работать и от цепей. Найти, какая цепь нарушена, отличить эту цепь. Принципы работы с миофасциальными цепями я рассказывал в своем ролике. Видео на ютубе, 2 части, как разбираться с миофасциальными цепями по Майерсу. Вот эти цепи, которые по Майерсу. Можете идти туда. Окей. Я предполагаю, либо у меня 2 нарушенные цепи, либо еще чего-то нарушено. Что я делаю? Я беру крестец и просто тупо я его фиксирую. То есть я пытаюсь его своей рукой удерживать. Дайте на меня. И мышца резко усиливается. Дай на меня. Я себе подтверждаю, что есть... Почувствовал, да? Да, почувствовал. Просто Владимиру можно задавать такие вопросы, он первый раз на тестировании, он не знает. У меня клиенты, которые приходили, они говорили, я был у кинезиолога. Да, круто, они мне показывают эти фокусы с мышцами, но моя проблема не решилась. Я сейчас так скажу, если я зафиксирую ему затылочную кость, то у него примерно будет похожая реакция. Наша задача сейчас просто выяснить, почему все это происходит. Локализация может меняться. То есть я выяснил, что крестец первичен для лечения, но я не знаю причину его поражения. Вот. Здесь какой у нас... Сможешь 2 руки на крестец положить свои? А ладошками сможешь сюда положить? Раз, и вторую. И вторую. Вот так все. Я положил 2 руки пациента. Смотрим, как себя крестец будет чувствовать. Дави, дави, дави. Смотрим. Дави. Все. Ну, как я продиагностировал стоя, он мне показывает, что есть дисфункция крестца, и она первичная. Когда я стоял и Владимира тестировал стоя, я тестировал от сильной мышцы. Когда я положил и начал тестировать, я тестировал от слабой мышцы. Принцип тестирования, он один. Прочитать, что мышца на данный момент покажет. А про приоритетность все в моих курсах прям подробно рассказано. Окей. Ну давай посмотрим. Все. Я беру эту мышцу как ассоциативную к поражению. Я знаю, что она отвечает на провокацию крестцового сегмента. Мне нет причин на данный момент брать какие-то другие мышцы. Ну, просто это время, да, мое сэкономить. Но вы можете взять. Для чего вы возьмете? Просто для интереса. Посмотреть с конечности, как работают мышцы, посмотреть, как работают там мышцы кора, посмотреть, как работает квадратная поясница и так далее. Я все это дело уже проходил, я убедился в том, что все то, что я говорю, работает, и в принципе мне нет причин искать каких-то 1000 слабых мышц. Потому что у него будет 1000 слабых мышц, у него 3 региона поражения. А мне нужно работать с конкретной проблемой. Ну, поедем. Дави. Угу. Дави. Вот на всякий случай с руки возьмем. Дави. Флексия крестцового сегмента – это механическое поражение, но причина этой флексии не механическое поражение, а какое-то другое.
Угу. Да. Нет. Да. Нет. Да. Сейчас просто перебираем аспекты здоровья. Мы знаем, что у нас есть поражения эмоциональные, психические, неврологические, механические, химические, иммунные и эндокринные. Ну, энергетические еще есть. И есть дисфункция краниосакральной системы. Я просто перебираю на данный момент провокациями то, что изменит тонус. То есть в какой системе координат я должен сместиться для того, чтобы выяснить причину флексии крестцового сегмента. На данный момент среагировала только неврологическая система, то есть это как что-то там с неврологией. Да. Все. Да. Нашел два аспекта. Это первый аспект, это то, что занимается неврологическими какими-то связями. Второй – это краниосакральная система. Для того, чтобы мне вылечить крестец, мне нужно посмотреть краниальную систему, мне работать, смотреть ритмы краниальные, какие-то взаимосвязи краниальные, фиксацию швов, гипермобильность швов, смотреть серп мозга, мозжечок, ну вот все вещи, которые связаны с краниальной системой. Либо смотреть неврологические какие-то вещи, это способность нервной системы к координации над чем-либо. Значит, у нее есть какая-то помеха. Для себя опять на доску пишу. Крестец, краниалка плюс неврология. Почему важно знать, какой спектр ты идешь? Ну, потому что если ты узкий специалист, и ты, допустим, остеопат, и ты не знаешь, как работать с нервной системой, то ты пойдешь в краниалку и найдешь там успех. То есть ты сможешь это сделать легко и просто, вот так. Если ты, допустим, занимаешься нервной системой, но не занимаешься краниальной системой, не умеешь, не понимаешь, не чувствуешь, не хватает знаний анатомии, да, там, чтобы какие-то вещи протестировать, не хватает перцепции, но ты пойдешь в нервную систему, и ты там тоже сделаешь вот так. Но если эти два специалиста просто не то сделают, то есть они придут в никуда. Они как-то скомпенсируют какую-то систему, но все вернется на круги своя. Поэтому вот такая дифференцировка, она достаточно важная. Если ты кинезиолог, и у тебя есть, ты прошел курс, ну, предположим, по краниосакральной системе, то ты, когда пойдешь в краниалку, ты там найдешь успех. Если ты кинезиолог, который к остеопатии дошел до еще там неврологической коррекции, ты пойдешь сюда, и здесь же тоже найдешь успех. Все, теперь задача мне выяснить, куда первого идти. Почему? Потому что лечить второго нет смысла, потому что второй, как правило, это компенсатор. Да. И компенсатор у него краниальная система, то есть у него неврологическое нарушение будет первично. Все, я для себя помечаю, что на данный момент я должен найти неврологическую дисфункцию, которая приводит к флексии крестцового сегмента. Как я буду искать? Искать я буду инструментами метода PDTR, потому что я знаю, что это уже неврологическая проблема. Единственное, что я не знаю глубину поражения, насколько это поражено, там, связано с ядрами, и связано с проводящими путями или с рецепторами. Ну, что мы можем посмотреть на данный момент в рамках нашего прямого эфира? Садись лицом к камере. Поставь руку на свой крестец. Не надо, так просто ладонь положи. Сейчас, ребят, пару раз, потом расскажу. Так, у меня микрофон работает. Дай вверх. Дай вверх. Кстати, очень интересно. Ладно, сейчас не буду. Дай. Дай.
Не получится здесь так. Давай по-другому. Вот здесь прижми сухожилие. Ага, все замечательно. Сюда и вверх. Да, и вверх. Да. Нет? Да. Все, нашел. Что нашли? В методе PDCR есть такой очень интересный инструмент, классный. Когда он сидит, у него дисфункции этой мышцы не возникает. Для того, чтобы в системе что-то понять, нужно либо повысить возбудимость системы, либо искать ассоциативную мышцу к этой проблеме. Вот, чтобы повысить возбудимость системы, есть такой интересный инструмент, который придумал, выяснил Хосе Паламар, называется УТЛ. И благодаря УТЛ мы можем временно повышать возбудимость системы и, соответственно, определенные стимулы читать. Что в крестце, что заставляет его наклоняться? Вариант А – это дисфункция симпатической нервной системы, вариант Б – это рецепторы грубого касания – это симпатическая нервная система. А где, мы не знаем. То есть мы знаем, что это приоритетный регион поражения, но есть суперприоритет – это то, почему он так делает. Понятно, да? Есть приоритет, как приоритет, из-за которого мышцы слабнут, соматическая часть механической системы. А есть суперприоритет, почему эта дисфункция вызывает гипотонус мышц. Вот такая вот немножко непонятная лесенка получилась. Так, ребят, вам всем слышно? Так, все, пойдет. Вроде слышно. Задача теперь найти, где. Оп, стоп. Ноги убери. Придавляй. Все, пускай. Убирай. Дай вверх. Все. И исходя уже из этого гипотонуса, я поищу место, которое среагирует на какой-то стимул. Сейчас я здесь посмотрю у него. Дай вверх. Ой, замечательно, нашел. Иду на затылочную кость. Дай вверх. Нет. Почему иду на голову? Потому что, как правило, крестец, он связан с краниальной системой вверху. Наверх. 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 Вот это место. Я заранее уже посмотрел, какой стимул эту проблему мне проявит. Вот это место, вот здесь. Что-то вот здесь было. Почему говорю, что было? Потому что это было, скорее всего, очень давно. Проблема, несколько проблем одновременно существующих. Это, как правило, должен какой-то период произойти, и либо он должен куда-то долбануться несколько раз. Такого же не было? Нет. Да, вверх. Та-та-та. Ничего не делай. Да, вверх. Все. Вот эта зона возле глаза. Возможно, здесь когда-то было либо удар, либо давление, либо это родовая травма, либо еще что-то, либо еще что-то. Моя задача посмотреть, что мы здесь увидим. Да, вверх. Да, вверх. Еще раз. Вот здесь есть поражение, смотрим. Да, вверх. Все, нашел. Две руки сюда ставь. Угу. Все, убирай. Наверх. Наверх. Нашел.
Не штормит? Нет, но мышцы очень сильно нагрелись. Дай вверх. Все, это дисфункция парасимпатических, симпато-парасимпатических взаимоотношений. Вот здесь была какая-то травма, возможно, это родовая травма. Вот перезагрузили, человек озвучил, что было какое-то резкое изменение. Теперь посмотрим, как крестец. Ложись на живот. Да, вверх. Да, все, хорошо. Да. Мы застабилизировали крестец путем работы с нервной системой. То есть мы показали нервной системе, какие участки тела не согласованы в своем взаимодействии. И она быстренько перераспределила какие-то контрольные точки. Дальше надо посмотреть, вообще в этом области не бывает так, что какое-то одно нарушение. Садись. Когда мы проходим курсы по чему-либо, мы учимся работать с чем-то конкретным, потому что преподаватель вам не может дать все и сразу. И если он будет давать все и сразу и весь жизненный опыт, во-первых, вам придется прожить примерно столько же, сколько он, и к тому моменту вы уже умрете. Вместе причем. А второе, это, соответственно, ценность этого продукта будет превышена в разы, он будет стоить колоссальных денег. Поэтому вам дают порциями. И, соответственно, нужно понимать самому, что если вы каким-то инструментом поработали в каком-то месте, это не значит, что там больше никаких проблем нет. Вам нужно, то есть это место не просто проявить, а пройти определенные ступени, которые там возможны. То есть пролечить место до конца. Я узнал, что крестец дисфункции вот из-за этой области, и вот эти две области я должен, по идее, хорошенечко посмотреть на предмет механических взаимоотношений, на предмет дополнительных неврологических дисфункций, должен наладить краниосакральную систему, то есть поработать остеопатически, и дать человеку определенные упражнения. Посмотреть, есть ли у него примитивные рефлексы по поводу этой дисфункции и так далее. То есть вот этот весь спектр, который ляжет в основу лечения крестцового сегмента, должен будет пройден. Возможно, нужно для нервной системы будет добавить каких-то витаминов. Добавить витаминов, соответственно, в рацион назначить. Поэтому, проходя обучение по какому-то конкретному направлению, знаете, что в это направление проходите для того, чтобы в дальнейшем его и еще несколько приложить в одну и ту же зону. На сегодня я свой прямой эфир закончу. Владимир у меня еще не последний раз. И, соответственно, мы потом посмотрим, какие у нас есть изменения, и он сам озвучит. Всех рад был видеть, всех в Ютубе, всех в Инстаграме. Постараемся запланировать данную встречу заранее. Ну и вы об этом узнаете пораньше, чем сегодня. Всем спасибо, всем пока. А ты сиди, не уходи. Здесь теперь ютуберы. Господа ютуберы, благодарю вас. До новых встреч.